Так, у нас сегодня небольшое исследование на животрепещущую тему. Любовь к себе. Что происходит в его пространстве, в его жизни? И происходит ли вообще что-то? Может, это только красивый разговор. Вообще, что это такое? Да. Что такое любить себя? Любовь к себе. Как я могу себе это показать, объяснить, что это такое? Безусловное, всеобъемлющее принятие. Всеобъемлющее принятие самого себя во всех аспектах. То есть я вот показываю себе, вот, ну, как, знаешь, как пространство, когда мы говорим о неком единстве всего и вот что-то такое. То есть здесь себя воспринимать в единстве и принимать самого себя без разделения, без каких-то, без сегментарности, то есть как каждую клеточку своего тела, каждую черту своего характера, каждую свою установку, убеждение, определение, все абсолютно, вот это как нечто единое. А почему у человека не получается себя полюбить? Потому что у него есть свойство и привычка разделять. То есть он разделяет сам себя, у него несколько, может быть, субличностей внутри него. Он любит, он говорит, я люблю себя, но при этом, например, не любит там свой, какую-то часть своего тела, которую он вот, отвергает. Или вот, например, он говорит, да, я люблю себя, но вот у него его не устраивают какие-то его проявления поведенческие или какие-то черты характера, которые он от себя, как, ну, может даже скрывать, куда-то задвигать. Сейчас себе показываю, как вот за шкаф условно, да, задвинул, и как будто бы на самом деле подспудно это непринятие самого себя, оно присутствует. И отсутствует вот эта привычка как раз объединять себя и рассматривать себя как нечто единое и безграничное, начиная от, вот как от каждой клеточки своего тела до восприятия себя как чем-то большим, не являющимся этим телом. Воспринятие себя целостным и полное принятие всех своих аспектов — это, по сути, есть любовь к себе. И Почему так важно любить себя? здесь работает закон отражения. То есть мне сейчас приходит такой пример, что если человек думает о себе, ну вот у него есть определенная по своему поводу установка, что, ну, чего-то в нем недостает. Вот у него есть верование, что у него недостает чего-то, и он, например, находится на какой-то там нижней ступени иерархии и не может продвинуться в своем карьерном росте и в своем финансовом там, благополучии. Например, сейчас слышу, как он говорит по телефону с клиентом и говорит вот определенные себе вещи. Не буду повторять сейчас, но верование, что он никчемный. Его жизнь, его карьера, она так и складывается. То есть как он в себя верит, когда человек так себя, ну, принижает, является ли это любовью? Однозначно нет. Это не любовь к себе. И это как раз вот непринятие определенных вещей в себе. И это отражаться будет напрямую в его жизни. Оно, как вот сейчас показываю, как вот когда теннисист играет, как вот тренируется, делает упражнения со стенкой. И вот это вот, то есть он мяч запускает, отскакивает, мяч запускает, отскакивает. То есть вот этот вот отскок, то есть реальность, которая будет у человека как отражаться, что, в чем он будет находиться, она как раз будет вот этим его, то есть она будет не от стены, то есть условно отскакивает-то от стены, конечно, но это не от стены зависит, а это зависит от первого импульса, то есть как ты подашь этот мяч, вот каким углом, как ты будешь ракетку держать. Я не специалист в теннисе, ну просто вот сейчас пришел этот образ, да, это пинг-понг, может быть, все что угодно. И здесь вот как раз вот это движение, то есть оно зависит, как тебе прилетит, зависит только от того, как ты это пошлешь. Так, что-то важное еще здесь я хочу сказать, почему важно любить себя. Поиск вовне того, что ты как в себе не чувствуешь, бессмысленная затея, и ни к чему она не приведет. Вот как Как принимать принимать, как себя? вот Какие мои действия будут мне отражать мое принятие себя? отсутствие критики, осуждения, обвинения, подавления, отсутствие этого доверия себе и своим желаниям, реализация их, импульс, и дальше идет действие, проявление чего-то негативного во мне или во внешней реальности. Я даю себе полную поддержку,
А что это значит? Что такое полная поддержка? То есть, если вдруг что-то происходит такое, говорю, да, это случилось, да, это исходит из меня, и это есть во мне, и это хорошо, что я это увидела, могу это отпустить. Что еще значит принимать себя на физике? Проявлять нежность и заботу по отношению к своему телу. Тело очень восприимчиво. Если что-то отрицается, то это наоборот начинает, как отрицается и убирается, это наоборот начинает выпячиваться и усиливаться. Посмотреть, человек, который принимает себя, как у него начинают складываться отношения с окружающими. Исходя из вот этого нового внутреннего импульса любви к себе и принятия себя, у него вот его отношения, они начинают как подстраиваться под это. И вот если, например, смотреть как некое поле, в котором есть определенные квадраты, да, и вот у него, например, отношения с этим человеком, с этим человеком. Ну, в общем, это происходит, то есть они как начинают меняться местами и выстраиваться, то есть какие-то слои, вот, ну, как условно, даже не знаю, как вот что-то вроде тетриса, взаимодействие очень естественное, очень теплое с людьми, то есть появляется легкость, появляется принятие других. Как фундаментально влияет любовь к себе на человека и пространство вокруг него? Полностью очищает от всего мусора и хлама, которым нагружается это пространство. Это как ментальный мусор вычищается. На бытовом уровне это сродни генеральной уборке. Потому что когда человек влияет, пошло слово, влияет на себя, автоматически его влияние распространяется на окружающее его пространство. И все то искусственное и ненужное, пустое, что держалось только за счет его фокуса внимания, этим фокусом внимания он дает возможность существовать неким конструкциям, которые для него абсолютно энергозатратны. Они просто энергозатратны и для него самого не имеют фундаментального значения для его движения, развития жизни в этом пространстве. Потому что эти конструкции создались за счет, то, что говорили, автоматизации, за счет манипуляции, это более низкий уровень, физический, я имею в виду, вот эти манипуляции идет прямо с физического уровня. Только за счет этого и бессознательного состояния эти конструкции создались и поддерживаются энергетически фокусом внимания этого человека. Потому что когда фокус внимания рассеян вовне, он сразу становится объектом раздербанивания его энергетического вот этого вот влияния на разные «мне дай, мне дай, мне дай, мне дай, мне дай, мне дай», вот это вот прям все. И он такой вот, его прям вот он растопыренный, вот как вот в разные части вот прям растянули вот. И все, и у него, и он это все поддержит. Вот держит своей энергией. Да, ему некогда вообще подумать о собственных. Ему это вообще надо? Ему это зачем? А когда включается этот процесс, естественный процесс, я люблю себя, этот фокус внимания, я прям как вижу, как вот эти все какие-то искусственные объекты, они прям падают все, просто падают. Вот этот фокус внимания, он направляется к себе сюда, вот сюда, и здесь начинает формироваться, вот как я это видела, вот как туманность, вот в этом в космосе показывают, вот как Вселенная двигается, вот здесь начинает формироваться Вселенная. И этот фокус, он сюда внимание направляется, и как какой-то такой интересный происходит такая ситуация, ты как выворачиваешься наизнанку, и вот та Вселенная, которая там внутри, она становится снаружи. И тогда здесь начинает выстраиваться очень гармоничное пространство. Это если фундаментально. А дальше все физические примеры, которые очень многим известны, понятны и были озвучены выше. Позволять себе какие-то
шалости, слабости, позволять себе иметь эти слабости, любить себя, безусловно, с наличием и слабостей, и достоинств, и недостатков. Здесь даже нет вот этого слова, сейчас такое скажу, девочка, очень странное, ну не могу, влезет. Слово «любовь» — это тоже есть некое какое-то отделение, разделение. Я себя люблю. Вот я беру себя как-то, вот отделяю, люблю. А фундаментально, вот если прям вот туда посмотреть, прям глубину, вот это я себя, я просто, ну я пространство, я все, я космос, я все это. Я не могу себя не любить, любить. Я просто есть, и все, я существую, я принимаю, я все это создаю. Я какая-то безбрежность, бесконечность, которую невозможно не любить и любить. Это какое-то вот существование безмерное, потому что это меня в таком в естественном виде, его нельзя ни оценить, ни сравнить. Это все становится шелухой. Оно становится настолько бессмысленным, что ты даже вот здесь нет этого или-или. Все просто отпадает сразу. И ты начинаешь двигаться в совершенно естественном для себя темпе, который не зависит ни от кого. Никто что сказал, кто что пожелал. Ты в этом, это все есть как бы твоя, ты в этом, это все есть ты. И когда ты это воспринимаешь, нет этих реакций, которые позволяют создать разделение. Ты просто весь как это пространство двигаешься. Ты абсолютно... Даже нет этих слов у меня: принятие, непринятие. Ты это пространство, ты не можешь... Ну тут нет вариантов просто вообще никаких. Ты все это создаешь, ты это они. И вот в этом контексте принятие себя, оно становится очень легким. То есть я себе еще раз прям отматываю чуть ближе к жизни. На самом деле все очень просто. Просто фокус из внешнего, вот как, знаете, вот сейчас такая картинка, вот как колышки, палатка, да, вот палатку к колышкам привязывают веревками, и она вот так торчит. Вот это внимание, которое держит во внешнем пространстве, и ты вот только человек выглядит, этих колышков там не 5-6, а их что-то там огромное количество. У кого прям он бедный раскорячен так, что эта палатка, она вот так вот просто, вот она даже не домиком, а вот так вся в разные стороны. Просто простота в чем? Принятие себя, полюби себя. Это значит, возьми фокус внимания из внешнего. Оттуда его вот так забери. И сюда направь, развернись. И все дальше идет естественным путем. Есть что добавить, да или нет? Добавить есть много, смысла нет. Это очень такая размышлятельная концепция. Я даже хочу рекомендовать сама себе вот то, что я сейчас вижу, как это фокус внимания берется извне, направляется к себе сюда, и как ты вот так вот становишься, вот это видишь эту вселенную, как ныряешь внутрь себя и разворачиваешься, вот выворачиваешься и становишься этой вселенной вам. То есть попрактиковать даже можно. Можно оттуда выпрыгнуть опять сюда, опять запрыгнуть. Очень может трансцендентный опыт случится. И посмотреть, как мне больше нравится, в каком состоянии двигаться. Я еще хочу сказать, что все очень просто. Просто этот фокус внимания, который который ты на самом деле направляешь эту энергию вот туда, на этого человека почему-то, зачем-то, почему ты считаешь, что он определяет твою хорошесть или умность, или успешность. То, кто ты есть на самом деле, как будто этот человек определяет, кто ты есть. Нет, абсолютно нет. Но этот человек существует, потому что ты на него фокус внимания свой направляешь, и ты его подпитываешь этой энергией. Даже это не сам человек, а это проекция вот некого субъекта, который как-то себя, вот как есть роли в театре у разных актеров. Вот это роль такая вот у этого человека.
говорить тебе: ну, ты так себе, среднячок, да, да, да. Вот знаешь, там вот есть такие вот вообще такие успешные, а вот ты как-то, вот, ты знаешь, нет. Это роль. И он существует только потому, что фокус внимания есть там. Там, 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 там. И все, и в растопырку. Поэтому фокус внимания убираешь, убираешь. Для начала, если прям совсем сложно, можно хотя бы с 2-3 снять фокус внимания и направить на себя, на какие-то конкретные, не в свое внутреннее пространство, а на какие-то свои внутренние конкретные части, может быть, не знаю. Любоваться, вот что во мне нравится, вот просто любоваться собой на эти части. Вот снять оттуда внимание и на себя направить.